Машина рекламировалась по цене $150 в месяц. Honda Prology можно было на 2 года получить абсолютно бесплатно. Такое впечатление, вроде меня обокрали. Такое у меня уже было, понимаешь? Да. У меня такое, сука, точно чувство. Привет, друзья! Сегодня мы будем снова рассказывать о машинах, которые мы покупаем себе. Зачем мы покупаем машины себе? Для того, чтобы предоставлять их нашим клиентам, которые привозят к нам свои автомобили, ударенные, на ремонт и, соответственно, забирают у нас подменную машину. Это очень удобно, потому что на Теслу, как правило, к нам привозят Теслы. Мы с удовольствием принимаем и Porsche Taycan, показывали на нашем канале, и BMW, и Volkswagen, и Chevrolet. Главное, что все это объединяется электроприводом, потому что мы занимаемся по-прежнему только электромобилями. Вот это те машины, которые мы покупаем обычно немножко поцарапанными, для того, чтобы быстро восстановить, и они минимально причиняли нам каких-то неудобств. То есть это машины, которые ездят, минимально ломаются и радуют нас и наших клиентов тем, что они всегда в наличии, всегда доступны и никогда не занимают место на сервисе. В этом видео я рассмотрю такую историю, о которой мы думали давно. Особенно, когда ты листаешь местные соцсети или любые местные интернеты, можно наткнуться на шикарные предложения. Предложения в плане цены, в плане ежемесячных платежей, потому что вся Америка большей частью живет либо в лизинг, либо в кредит. И если вы спросите у абсолютного большинства людей, сколько стоит их автомобиль, они скажут, $500 в месяц, или $700 в месяц, или $400 в месяц. И большая часть из них на самом деле не знает, сколько стоит их машина в целом. То есть, если прийти с деньгами и купить ее, так как мы привыкли. Возникает вопрос, есть ли смысл покупать что-то ударенное, желательно купить с клин-тайтлом. Потом на эту машину надо потратить большое количество времени и денег для того, чтобы сразу ее сделать. И в результате получается ценник, который ты уже заплатил. Плюс еще к этому добавляется время, потраченное на эту машину. Либо более выгодный вариант – просто взять и платить что-то помесячно, потихоньку, какие-то $300 в месяц, и у тебя точно так же стоит машина. Она точно так же готова уехать с клиентом куда-либо. И вот эту дилемму мы будем разрешать очень просто. Мы сейчас подберем машину, которую мы купим, но перед этим рассмотрим и другие предложения, которые мне бы хотелось иметь в наличии здесь, вот на этой парковке. Допустим, мне попадалась Honda Prology, разновидность Acura и Chevrolet. Видео скоро будет на нашем канале. В момент, когда отменяли вот эти байденовские все льготы на электромобили, машина рекламировалась по цене, вдумайтесь, $150 в месяц. $150 в месяц вы платите, катаетесь на новенькой машине, которая полностью обслуживается бесплатно. Если у вас что-то сломалось, это все на гарантии, все, вас это вообще не волнует. Вы катаетесь и потом просто сдаете эту машину назад и берете что-то другое. Как по мне, сказка. Естественно, мы побежали в Хонду. А в Хонде нам рассказали, что такие машины, они льготные, дилеры не общаются между собой и не могут посмотреть, какие из именно этих акционных машин, которые надо заказывать отдельно на заводе. Я менеджеру говорю, слушай, давай я тебе дам $100 предоплаты, тебе лично, найди мне эту машину. И он говорит, это сложно, долго, бери, в общем, то, что есть. А то, что есть, это 450 и выше долларов в месяц, что уже не так интересно, потому что у Теслы была реклама на тот момент 299. Был точно так же Volkswagen. Volkswagen рекламировался по цене 250. Мы приехали и сказали, электромобилей нету. Есть ID.Buzz, но он стоит в месяц $700 или $800. Только лимитированные какие-то специально покрашенные версии. Короче, электромобилей нету. Все. Возьми Golf GTI или ID.Buzz. Также хотели поехать в Ford, посмотреть Ford Mustang Mach-E. Он тоже должен был быть по какой-то акционной цене, что-то около $350. Но решили даже не ехать, потому что, какой смысл? Везде, там, где дилеры, и здесь хочется похвалить Теслу, потому что каким-то образом к ним пришла мысль не делать никого дилером, даже нас в Украине, хоть мы ее очень хотели, и до сих пор не против. История в том, что у Теслы нет дилеров, и вы реально приезжаете и видите ту цену, которую видите в рекламе. Ни больше, ни меньше. Спокойно приезжаете и забираете. Не очень понятно, что в результате выгоднее.
там, покупать машину с Манхайм или с иншуранс аукциона, марафетить, превращать ее в практически идеальную машину и давать ее клиентам, либо купить новую машину и давать ее клиентам. Это вопрос, с которым мы с вами движемся дальше. Ответ, с которым мы движемся дальше, что все компании, у которых есть дилерские, так или иначе, их предложение не соответствует тому, что они заявляют в рекламах, интернетах и так далее. Уже сбрасывая скриншоты, я напомнил себе, что Honda Prology можно было на 2 года получить абсолютно бесплатно. То есть ежемесячный платеж 0, если положить в начале $3800. Но нас больше устраивал вариант, при котором мы сначала платим $1100 и дальше $159 в месяц. И напомню, туда входит все обслуживание. Вы делите эту машину с кем угодно, с человеком, который пытается ее уничтожить, и все обслуживание бесплатно. Ну а дальше, конечно, кто-то из клиентов может ее в принципе побить, ее спишут, и в результате все, что вы на нее потратите, это вот эти невероятные $150 в месяц. Но нету этой машины. Стандарт за 36, премиум за 42, премиум за 47, это премиум полноприводный, и перформанс за 54. Финанс. Стандарт у нас стоит 573 в месяц, премиум стоит 735 в месяц, в лизинг премиум за 329. В результате финанс нам все равно не выгоден с той точки зрения, что каждый месяц надо будет платить 573. А зачем платить 573, если можно платить 329, а так как мы берем машину условно для клиента, клиент не будет ее беречь, не будет относиться так, как к своей машине, то в результате она одинаково будет кончаться быстро, что в кредите, что в лизинге. Поэтому лизинг интереснее. $329 – это у нас на сейчас самая дешевая Tesla. Та машина, которая должна быть самая дешевая, ее здесь просто нету. То есть в версии стандарт заднеприводная, с урезанной батарейкой, без никаких опций и так далее, которые мы недавно смотрели видео, ее нету. Доплата идет даже за белый цвет. $1000 белый цвет. Единственный какой бесплатный цвет? Бесплатный серый, Окей. черный 1,5, серебристый красный 2. Доплата за колеса 1,5. Ну, давай сложим. Давай серый возьмем цвет. Серый, вот этот. Ну да. Обычные колеса. Обычные колеса. Черный интерьер, больше ничего не берем. И все, и 329 так и получается. Никакого обмана. Все как написано, все так и есть. 250 залог и 3000 down payment. Это без регистрации. 5824 с регистрацией. А если без регистрации? 4,25. А в чем прикол? Потому что без регистрации я получу меньше в месяц. Taxes и фи, наверное, не избежать, поэтому реальная цена это 372 в месяц и 5824 надо внести сразу же. На 3 года 10 тысяч миль в год. Самая большая неприятность, которая может случиться с лизинговой машиной, это то, что она ограничена милями. Можно это поправить. И здесь вот есть варианты. 12 тысяч миль или 15 тысяч миль. Это 422 уже в месяц. Поэтому вы должны изначально рассчитать, сколько вы будете в среднем проезжать. Вам не обязательно, это не помесячно считается, это по итогу всего лизинга. 4 минуты назад надо было забрать машину. Как это работает? Вот, 10 шагов. Это уже последний шаг. Первый шаг — регистрация. Тебе надо заполнить данные по машине, на кого она. Второе — это вот эти налоги 7,5 тысяч, которые, короче, какая-то, но они не распространяются, по-моему, на лиц. Компенсация Илона. Третье — трейд-ин. Если у тебя есть машина трейд-ин, с тебя еще там что-то, тебе скидку сделают какую-то. Четвертое, это что? Это у нас в финансе, ты заполняешь данные, кто ты, где ты, сколько зарабатываешь, где живешь, кем работаешь. Ну, классическая анкетка вообще, классическая. Четвертое, если хочешь тонировку, коврики, сразу можешь тонировку сделать. Короче, Там, в общем, там варианты, да, предлагаются? Да. короче, ну, видишь, сразу на PPF сразу можешь делать до 6 тысяч. Это типа, где ты забираешь и во сколько ты забираешь, согласовываешь. Потом дальше страховку свою подтягиваешь, потому что без страховки ты не можешь ехать на машине. Вторую страховку, которая у тебя. Потом надо оплатить down payment, привязать аккаунт. Четвертое, все подписать документы, электронной подписью потыкать. Что у нас тут? У нас тут
Ну, короче, все классические стандартные документы по лизингу. Это вот все. Я вчера подписывал, или сегодня даже. И все, последний шаг. Это вот, время, да, это где время. и когда. А вот наши забираешь. 10 шагов. Регистрация, что такое? Трейд-ин, финансинг, апгрейдс. Где забирать insurance, final payment, agreement и все. И мы сейчас будем возле машины. Вот мы нажимаем continue. А ВИН-номер пришел еще вчера, Да, да? вчера уже присвоили. Ага, вот он. И просят, как только ты будешь возле машины, нажми, что ты возле машины. Я думаю, что сейчас заработает сразу приложение, только мы будем возле машины. Hello. Все, надо в другую сторону вообще идти. Заказали здесь, забирать там. Мы бы тогда поехали в другую сторону. Елки-палки. Congratulations, Александр. Смотри, как стекло вымыто. Тебе видно или нет? Что, блядь, просто кто-то, как бабушкиной тряпкой кто-то. Ты начинаешь критиковать, да? Ну Я давай. не критикую, просто мы машины выдаем, мы чище выдаем машины после ремонта, после коллижена, которые из того света достали, чем они выдают. Хорошо, а сколько, скажи, в Гугле, сколько звезд у этой организации? Вот конкретно у этой. 3,6, это прям какие-то мощные. 3,6, да, обычно. Это ребята делают успехи. Что происходит Я дальше, возле да? машины, да. Я нажимаю, типа, принять. Ага, accept. Я что-то там возле машины делаю. Блин, пока что видно только наше отражение. Сейчас, welcome to Tesla Family. Спасибо. Welcome to Tesla Family, да? Да, идет. Все. Нас автопилот подарили. На месяц, да? Наверное. Все, смотри, сразу машина уже здесь. То есть никакого менеджера, никаких дополнительных документов, ничего не надо делать, просто машина уже с временными номерами. Плюс дается рамочка. Вот такая рамочка для переднего номера с болтиками. Здесь Даже ковриков нет. ничего. Переходник, раньше зарядку давали. А может под капотом, подожди. Здесь перфорация. Пошли спросим у них. Смотри, это сделано из капотов. Прикольно. Что ты как-то возбудился даже. Такая жлобка такая вообще. Ковриков не дать, да? Это же хотя бы странный коврик, это же базовый. Мне кажется, просто они вытащили у тебя специально. Увидели? зарядку? Александр, думает, не говорит по-английски. Question about carpets. Do we have carpets in this car, or is extra option, or like how to get carpets? I mean, inside. The mats? Floor Mats, mats, yeah, floor mats. We do sell them. But or you can just if you don't want to purchase them through Tesla. So it's not included, yeah. Right. Яна, не сиди просто так. Видишь здесь вот? Это все из твоей машины. Что нам не дали? Да. Компрессор. Шухлядочка. Секретки. Зарядка. Еще одна зарядка. Сеточки. И вот эти вот на порожек. Они раньше были во всех машинах. Сейчас надо их отдельно приклеивать. Вот то, что могло быть в машине. Но в машине не оказалось. Это что-то новенькое. Такое впечатление, вроде меня обокрали. Вроде я заказал машину из Америки, кто-то, сука, на таможне вытащил коврики. Такое у меня уже было, понимаешь? Да. У меня такое, сука, точно чувство. Где-то там на Львовской таможне или где они там, сука, таможат, у меня... В Одессе Да, в коврики поперли. Обычно коврики прут еще до того, как машина погрузилась в контейнер. Короче, Нашими же соотечественниками. Покажи, ладно, покажи, что есть хотя бы. да ничего нету. Просто, документация, вот она стоила... Вот номер запасной передний. Вот тачка стоила 43 тысячи. И 7500 за long range мы доплатили. Так а где доплата, если нет же другой? Другой нету, поэтому они вот так обыграли, что как бы тачка базовая 35. Базовая 35, но так ее как- нету. Да, но как long range, поэтому 43. Будьте любезны, дошлите. Это long range задним примером. В принципе, это самая лучшая конфигурация под эту задачу. Но это, Под Калифорнию вообще лучшей конфигурации нет. 360 миль за запас хода, по-моему. Ну, это просто. Серьезно? Да, ну, Ну, это я- мы проверим обязательно. Мы проверим, но заявляют, смотри, 363 мили. 363 мили, что-то чудовищное. Это Слушай. просто космос. Хорошо, что есть? Вот такой вот переходничок. Да. J1772. Ну и два ключа. Два ключа. Спасибо. Дай бог вам здоровья.
две карты ключ. Ну, это хорошо, лучше, чем одна. Я думаю, что когда будете вы покупать новые машины, уже будет одна карта ключ. И без книжечки, да. Колеса. Колеса это самые мелкие, по той причине, что у нас есть комплект больших колес, больших колес, чем эти. А это 18 и с колпачками. Есть в сервисе лежит 19 и они спокойно переставятся. Все, настройки сидения есть. И что дается в подарок? Дается премиум connectivity. И, наверное, автопилот, да, но сейчас автопайлот дали на когда? Сколько тут у нас? На месяц. Ровно все на месяц дали. Премиум connectivity на месяц и LSD на месяц. И вот еще погоду, да, можно смотреть? Все, и вот же добавили AI. Грок. Она еще не обновилась. Знаешь, что к нам клиенты уже благодаря Гроку приезжают? Да. Он рекомендует. Расскажи. Сережа расскажет. Говорит, я спросил, куда мне ехать, он рекомендовал, говорит, потом спросил, что-то в Сайпрессе, и да, там классно, и он вообще насыпает, что мы там самые лучшие. Так мы это должны будем сейчас показать. И мы должны прямо в Гроке. Ну, что, флешки нету или что? Флешка вам нужна для того, чтобы писать клипы с теми людьми, которые будут стараться вам поцарапать машину, либо с теми, кто будет пытаться в вас врезаться. Спустя один день мы уже дома, и только посмотрите на эту красоту, посмотрите, как эта машина выглядит уже сейчас. Первое, что может броситься в глаза тем, кто обращает внимание, в принципе, на то, как выглядит автомобиль, это колесные диски. Вместо 18-х сюда влетели 19-е. Они были у нас в складе, они с такими аэродинамическими элементами, которые можно снимать, если надо, с колпачком черным. В арках смотрится шикарно. Сразу машина стала похожа больше, в общем-то, на машину. Что еще сюда влетело, хотя можно и не ставить. Маленькие проставочки на, по-моему, 1,5 сантиметра. И колесико у нас в арках, соответственно, уже сидит прям идеально. В перформанс-версии сидят хорошо колеса, в обычной версии, там, где они не разноширокие, они чуть-чуть впавшие. В этой машине ничего впавшего нету. Все смотрится так, как должно смотреться. Спойлерочек у нас оригинальный. Он у нас сохранился от проекта Кибер 3. Там мы спойлер поменяли на наш, на ножках из ломаного карбона. Здесь он как раз и пригодился. Красивый номерочек с надписью Tesla Service LA. Сюда бы еще прекрасно влетел бы перформанс-бампер с дырочками по бокам, но его не было, и отверстий этих не сильно видно, потому что когда машина темная, то в принципе, что они есть, что их нету. Здесь у нас двойные стекла, сзади у нас двойные стекла. Дело в том, что когда мы целились покупать эту машину, она еще не была премиумом. Это теперь мы знаем, что эта машина это премиум. Когда мы ее покупали, она была как бы стандарт. Коврики оригинальные, коврики уже лежат все 4. Нажимаю на тормоз, жду, пока дверь закроется. Дверь не закрывается, потому что это у нас не X. Надо еще рукой это делать. Все супер мягкое. Здесь кожа, здесь под кожу. Все мягенькое, приятное. Комплектация называется премиум, и она ощущается премиум. Так, а что у нас по музыке? Отдельного сабвуфера не вижу. HEPA фильтра не вижу. За что премиум? Может быть, та машина, которая сейчас называется премиум, будет с большим количеством опций. Это мы будем смотреть. Сейчас мне хочется проехаться, потому что до этого ездил на перформанс-версии, и она меня очень впечатлила с точки зрения подвески. То есть она такая вся очень приятная, вся очень мягенькая. И сейчас надо сложить свое впечатление о одной из самых доступных. В принципе, это один из самых доступных автомобилей на рынке. И мне очень нравится, как он едет. Он прям плывет. Во-первых, машина намного тише, чем те автомобили, которые были в 2018 году. Прям резонно тише. То есть слышно, что это просто другая машина по качеству. Просто подвеска отрабатывает мягко, отлично. И есть впечатление, как будто вы едете на пневме. И вот это вот больше удивляет. Мне кажется, что в тройке подвеска более мягкая и по ощущениям более комфортная, чем в Model Y. Могу, конечно, ошибаться, но ощущение такое складывается. За вот эти деньги, которые стоит этот автомобиль, он прямо их стоит. Это быстрая машина, как ни странно.
Но в отличие от тех стандартов, которые сейчас выходят, там 6 секунд до 100, здесь что-то 4 с копейками до 100. Нет никаких ощущений, что что-то урезано. Здесь прям все отлично. Но здесь только один двигатель, но большая батарея, long range батарея. 190 миль, 61%. Это ориентировочно 350 миль у нас будет на полном заряде, что очень много. Это очень много. С точки зрения подвески, отличная машина есть. Я ловлю себя на мысли, что мне бы хотелось, чтобы пневмоподвеска в Теслах, особенно в Иксе, вот работала таким вот образом. Как-то так упруго и в то же самое время отлично отрабатывала. Кто-то очень грамотный занялся подвесками в автомобилях Tesla. Акустика очень сильно отличается, если мы начинаем ехать где-то выше 60 миль в час, где-то под сотню километров, мы четко понимаем, что что-то с этим автомобилем произошло в хорошую сторону. На маленьких скоростях явно чувствуется, что машина проходит лучше. В этой машине нет никакой адаптивной подвески, ничего не регулируется ни по жесткости, но все сделано так, что есть ощущение, как будто бы ничего и не надо дополнительно. Ну да, когда на прямой, конечно, вдавливаешь, есть ощущение, что это не плейт. Но для ежедневной эксплуатации более чем. Я бы очень рекомендовал эту машину на тест-драйв тем, кто ездил на тройках первого поколения, там 17-18 годов, потом не ездил на автомобилях Tesla, в принципе. Вот сейчас вот сядьте в эту машину и просто сядьте, проедьтесь, потом остановитесь, потрогайте все материалы. И многие по инерции пишут по поводу шумоизоляции, по поводу материала, по поводу еще чего-то. Она сделана, как будто бы команда, собирающая ее, прочитала все комментарии на канале ТСК за последние 9 лет. Все сделано так, что просто не придолбаться. А сейчас будет выходить обновление этой машины. То есть будет выходить премиум какой-то еще с дополнительными фишками, еще добавить больше, чтобы оправдать завышенную цену по сравнению со стандартом. То есть в стандартной машине урезали сейчас опции, а этой машине немножко добавят. Я думаю, что как раз здесь и будет по умолчанию HEPA, по умолчанию всегда сабвуфер и еще что-то. Хотя музыка здесь играет обалденно. Если у вас вот такая машина, это ориентировочно 21-22 год или 23, частый вопрос, стоит ли поменять на новую. Здесь очень простой ответ. Если вы платите какой-то лизинг или что-то такое, он у вас заканчивается, конечно же, поменяйте и платите примерно столько же за машину, которая чуть лучше. Если у вас машина выплачена и вам надо преодолеть какую-то сумму для того, чтобы пересесть на такого рода автомобиль, с 23 года я бы точно не пересаживался. С 18 года я бы, наверное, пересаживался. Потому что с 18 года прям много изменений. И машины 23 года колоссально не отличаются, только подвеской. Подвеска здесь прям на другом уровне. По ощущениям, это качественный, дорогой автомобиль. Эта машина комфортом, мне кажется, давно обогнала Lexus, Toyota, там какие-то Camry и тому подобное. Это ближе к немцам. Итак, можно ли что-то купить дешевле под нашу задачу? Ну, скорее всего, какой-то Chevrolet Bolt может подойти, но не уверен, что это будет хорошая история для наших клиентов. Когда-то они уже сделали выбор в сторону Tesla или машин подороже, и пересаживать их в Bolt, ну, наверное, не очень хорошая идея. Мне кажется, за эту стоимость ничего похожего мы и близко нигде не достанем. А какая в итоге стоимость получилась? Значит, 5800 с копеечкой, это у нас первый взнос вышел, и $362 это конкретно наш платеж на эту машину. И лиз мы подписали на 36 месяцев. Всего за 3 года эта машина сожрет на себя $19 тысяч. Из прошлых видео, там, где мы покупали машины себе, и я показывал, какие это машины, я рассказывал, что в среднем у нас автомобиль обходится примерно 12-14 тысяч. Это отремонтированная машина, помытая, красивая, стоит, ждет нашего замечательного клиента. Нам осталось выяснить, что все-таки выгоднее. 19 тысяч выплачивать постепенно, вот так вот, первый взнос и дальше по $360, либо сразу же купить машину, починил и запустил в работу. Поэтому подписывайтесь на канал, через 3 года скажем, что оказалось выгоднее. Все, пока.
Да, мы на протяжении всего видео решали проблему, которой, в общем-то, у большинства из вас никогда не будет, потому что инструменты финансирования в наших странах подобные, как правило, недоступны. Но, тем не менее, это же не повод не писать комментарии и не рассказывать свое мнение, как вам кажется выгоднее, правильнее поступать. И в итоге вот эта машина стоит своих денег, или надо ждать самую дешевую версию, или премиальности ей не хватает, там, третьего дисплея или еще. Обязательно напишите в комментариях. Мы хотим это знать.